Пожар на контейнеровозе Express Pearl с опасным грузом у берегов Шри-Ланки. Сингапурский контейнеровоз Express Pearl, построенный в 2021 году, его длина составляет около 186 метров. Он эксплуатируется компанией Express Feeders, которая считается крупнейшим оператором питателей в мире. 20 мая 2021 года корабль загорелся у Шри-Ланкийского побережья Коломбо. 27 мая 2021 года судно было охвачено пламенем и объявлено о полной гибели. Судно все еще находится на плаву, и пожар был потушен ближе к вечеру этого же дня. Согласно сообщениям, этот пожар считается самой серьезной морской экологической катастрофой в Шри-Ланке. Контейнеровоз Express Pearl был построен китайской компанией Shaoxing Changgong International Shipyard Co. для сингапурских питателей Express. Контейнеровоз дедвейтом 37 тысяч тонн может перевозить 2743 единицы 20-футового эквивалента. Корабль сдан в феврале 2021 года. Судно вышло из порта Хазира, Индия, 2 мая 2021 года. Контейнеровоз перевозил 1486 контейнеров с 25 тоннами азотной кислоты, другими химическими веществами и косметикой и прибыло в Коломбо 19 мая. Судно было на обратном этапе 30-дневного плавания из порт Кланг, Малайзия, в Катар и Дубай. Владелец судна Express Feeders заявил, что команда обнаружила контейнер с утечкой азотной кислоты и попросила порт Хамад в Катаре и Хазире выгрузить его. В запросе было отказано, так как не было специалистов, которые могли бы немедленно справиться с утечкой кислоты, и судно продолжило свой запланированный рейс в Коломбо. Корабль достиг Коломбо в ночь на 19 мая и стоял на якоре во внешней гавани в ожидании причала. Однако на судне не было объявлено ни аварийной ситуации, ни утечки кислоты из груза. 20 мая судовые агенты потребовали переделать контейнер. Капитан порта Нирмал да Силва сказал, что у Коломбо, как у морского узла, есть опыт, чтобы помочь. Затем судно сделало свой первый отчет о пожаре, который команда потушила с помощью бортовой системы. Сообщается, что корабль загорелся 20 мая в 9,5 морских милях к северо-западу от порта Коломбо. Шри-Ланки ВМС вместе с портами Шри-Ланки Authority поручили выяснить причину пожара на борту. Подозревается, что пожар, возможно, вспыхнул из-за реакции на химические вещества, перевозимые на судне. Во время пожара на борту судна находилась команда из 25 человек. Хотя первоначальные сообщения связывали инцидент с утечкой кислоты, капитан порта да Сильва сказал, что пожар вспыхнул в трюме номер 2 Express Pearl, когда контейнер был сложен на палубе. По его словам, для определения причины необходимо более полное расследование. 25 мая внутри судна произошел сильный взрыв, и все 25 членов экипажа были благополучно эвакуированы с судна. 2 индийских члена экипажа, получившие травмы во время взрыва, были госпитализированы в Национальную больницу Коломбо. Пожар продолжал гореть 25 мая, и ближе к вечеру контейнеры начали падать в море. Морское управление по охране окружающей среды Шри-Ланки МЭПа объявило о разливе нефти из бункеров на борту, поскольку пожар усилился. Индия направила суда береговой охраны для пожаротушения и борьбы с загрязнением, буксир и самолет морской разведки Дарнье, чтобы помочь в мерах сдерживания, а рыбаков попросили держаться подальше от корабля. Председатель МЭПа Даршанила Хандапура заявил 26 мая, что на борту судна находится 378 тонн нефти, и примерно половина из них может вымыться в море после того, как пожар закончился. Плохая погода помешала установить вокруг корабля заграждение для удержания нефти, но власти были готовы убрать нефть, которая достигла берега.
К утру обгоревшие обломки и несколько упавших грузов были вымыты на побережье Шри-Ланки в Негомбо. Сингапурский контейнеровоз 29 мая Express Pearl все еще тлел и извергал дым, хотя пламя гасло. Целостность корпуса сохранилась. Пожарные буксиры продолжали обливать судно водой. Военно-воздушные силы Шри-Ланки сбросили сухой химический порошок. К оперативной группе присоединилось судно береговой охраны Индии Эксамадра Прахара, работающее по борьбе с загрязнением. К утру 30 мая огонь в основном погас, а вода все еще поливалась. Express Fides сообщила, что спасатели наблюдали за высадкой на судно, чтобы установить буксирное соединение. Спасатели поднялись на борт судна 1 июня для первой проверки. Из 25 эвакуированных экипажей двое находились в больнице. Один дал положительный результат на COVID-19. Ущерб окружающей среде. Управление по охране морской среды Шри-Ланки заявило, что оценивает экологический ущерб и собирает доказательства. Планировалось подать промежуточную претензию. С 27 мая пластиковые гранулы от разлитого груза вымывались на пляже Шри-Ланки. Также были обнаружены недалеко от Гале, на юге страны. По данным МЭПа, на борту корабля находилось 3 контейнера с пластиковыми гранулами, каждый весом 26 тысяч килограммов. Эксперты в области здравоохранения и управления по охране окружающей среды также предупредили, что в Шри-Ланке возможны умеренные слабые кислотные дожди из-за выбросов диоксида азота. Власти Шри-Ланки запретили прибрежную рыбалку в Калутаре. В Негомбо опасения по поводу заражения. Около 5600 лодок-однодневок не смогли выйти, и правительство обещало компенсацию. Управление по защите морской среды также призвало людей не прикасаться к обломкам контейнеровоза, загрязненным токсичными веществами. Компания МЭПа заявила, что начала сбор доказательств для подачи иска о временной компенсации за ущерб окружающей среде, причиненный судном. Была подана жалоба в полицию с целью расследования халатности. Он также собирал группу экспертов для оценки долгосрочного экологического ущерба. Мертвые рыбы и черепахи продолжали вымываться на пляжах Шри-Ланки, и их исследуют, чтобы определить, не связано ли это с разливом. Управление уголовного розыска взяло на себя расследование происшествия с возгоранием на контейнеровозе. Выяснилось, что генеральный инспектор полиции Викрамаратне поручил полиции передать расследование в УУР. Власти также предупредили о возможности судебного иска против владельцев контейнеровоза Express Fides. 31 мая представитель Police Media Аджит Рохана сообщил, что специальная группа полиции из 10 человек записала заявление как капитана, так и заместителя инженера Express Pearl.